На самом деле я расскажу про то, как это будущее случается. Ну, то есть вот как оно становится тем настоящим для нас с вами. Я не буду вам рассказывать, как анализировать данные, как их искать, как их ловить. Это тоже, конечно, тема достаточно интересная, но тем не менее я сегодня с вами поговорю про другие немного вещи из моего опыта, про то, как, собственно говоря, мы с вами все это будущее делаем настоящим. Ну, есть три вещи на самом деле, которые сделали нас с вами, людей, теми, вот кем мы сейчас являемся на этой планете, одним из доминирующих видов. Ну, давайте будем придерживаться там текущей теории, доминирующий вид. Кто-нибудь может сказать, какие это вещи? В вашей версии нет проблем. Давайте. Ха-ха. Хорошо, я понял вас. Связь этих всех вещей. На самом деле, первая, одна из самых важных вещей, которая отличает нас от всех, вот вам подсказка есть на картинке, от всех остальных живых существ на этой планете, мы умеем мечтать. Это доказанный факт, и мы умеем делать это очень эффективно. В чем суть, на самом деле, мечты для каждого из нас с вами? Не путайте мечту с фантазией. Мечта – это построение, по сути дела, модели того, как вы в будущее пойдете. Когда вы о чем-то мечтаете, вы представляете себе вещь некую, идею, цель, там, продукт, неважно, что хотите, что-то. И, собственно говоря, оно начинает обрастать какими-то подробностями, но это не самое интересное, потому что вот здесь фантазия переходит в мечту, и вы начинаете планировать, как вы к этому пойдете. Не каждый из нас доходил до мечты, это не страшно, но самое важное, что вы должны понять, мы с вами, мечта заложена в нас с вами. Каждый из нас умеет это делать, умеет с детства. Вот мы родились, мы умеем мечтать. Но есть один очень интересный момент. Может быть, так умеют делать и какие-то другие виды живых существ, мы просто про это, возможно, не знаем. Но смотрите, какая занятная есть ситуация в жизни. Допустим, вы что-то придумали, а этого чего-то до вас никогда не было. Намечтали себе красоту такую. Что происходит в этот момент? Есть у вас мысли на этот счет? Ну вот смотрите, наш мозг, так сказать, устроен достаточно интересно, потому что даже если мы не знаем пути к этой мечте, мы начинаем его все равно прокладывать. Вот это ключевое отличие того, как мы мечтаем с вами. То есть мы начинаем пробовать все равно что-то сделать. Я вам приведу простой пример. Ну, я думаю, что эту фотографию вы все знаете. След на Луне, оставил его Нейл Армстронг. Но тем не менее, вот сейчас мы с вами мечтаем, как человечество, как цивилизация, про то, чтобы когда-нибудь колонизировать, покорить, долететь до других планет. Правильно? На самом деле это ровно такого же формата мечта, которая была когда-то у людей, которые хотели просто полететь в космос. Потом они просто хотели оставить вот этот самый след на Луне. Еще что-то. Самый важный момент здесь – это понимать, что если вы о чем-то мечтаете и начинаете, даже если этого никогда не было, если вы это делаете первый в мире, и начинаете планировать, вероятность того, что это произойдет, она совсем не стремится к нулю. Она как раз стремится к тому, чтобы это случилось. Чем больше людей вы заразите своей мечтой, тем вероятность того, что этот след будет оставлен, становится выше. Еще раз я хочу сказать, это не какой-то дар свыше, это умеет каждый человек, который сидит в этой аудитории. А я вам расскажу одну занятную вещь. В детстве я увидел вот эту фотографию. И она на самом деле, наверное, мне было тяжело ее найти, сразу вам скажу. Это непростая была задача. И когда я увидел эту фотографию, я понял, кем я хочу быть. Сразу. Открою вам секрет. Да? И когда я был маленький, ну, там, наверное, мне было лет 5, может быть. Спасибо. Я понял. Спасибо. Ага, окей. Вроде я это делал. Как мне было лет 5, я на этой фотографии не видел то, что сейчас видите большинство из вас. И даже я, на самом деле. Я не видел там самолет, который промахнулся мимо палубы авианосца, упал в воду. Я видел совершенно четко людей, у которых самолет находится в воде, и они там как бы собираются что-то делать. И вот эта история определила мою мечту. Прежде чем я скажу, можете поугадать, кем я хотел стать, я сейчас вам расскажу. Но вот эта фотография, так или иначе, во многом очень сильно определила то, чем я сейчас занимаюсь. Почему? Потому что секрет был в том, что мечтал я стать летчиком-водолазом. Да, вот так же надо мной друзья из класса смеялись, также они надо мной шутили, ничего страшного. Но смотрите, поверьте, если вы повспоминаете, пытаетесь что-то поднять из там, глубин своей памяти, вы вспомните, что и вы мечтали о тех вещах, которых до вас не было никогда. Ну, то есть вы не думали, что это что-то такое экстраординарное, ну и почему бы этому вдруг не случиться. Это второй важный момент. Помимо того, что мы умеем мечтать, мы умеем задавать чудесный вопрос себе, а что если?
И вот что если не предполагать, что если мы берем то, что было, и получаем еще что-то, что уже было. Мы можем говорить, а что если вот этого не было, этого не было, этого не было, мы соберем и получим колонию на Марсе. Когда-то точно так же люди думали о Луне, когда-то точно так же о путешествиях через океан, когда-то точно так же думали, чтобы делать что-то из железа или еще какие-то интересные вещи. Ну так вот, увидев эту фотографию, я понял, что, видимо, раз смеются надо мной, наверное, я один такой, хочу быть летчиком-водолазом. Но самая интересная вещь, что я не знаю, повезло мне или я над этим поработал, но очень много людей, вспомните, кем вы хотели быть в детстве. Кто-то из вас, наверное, идет к этой мечте, кто-то от нее отдаляется. Я видел достаточно много людей, которые от своей мечты отдалялись. Я не говорю, что это плохо или что это хорошо, но тем не менее, такое случалось. Вот. И, собственно говоря, следующая вещь, которая меня позабавила, я понял, что на самом деле не один я хотел быть летчиком-водолазом. Оказывается, они уже были на тот момент, было их много. У них был свой праздник летчиков-водолазов и так далее и тому подобное. Но, смотрите, ключевой момент, что часто без вот этой истории, где ваша фантазия сталкивается с тем, что, собственно говоря, вам придется думать о чем-то, чего до вас не было, многие люди останавливаются. А некоторые не останавливаются. Их жизнь так поворачивает или еще что-то. Но что происходит? Смотрите. Я сразу хочу вам сказать, что моя работа по факту, меня уже представили, но тем не менее, моя работа — это придумывать будущее. То есть я придумываю то, чего до этого не было. Тренды — это про то, чего люди захотят. И на их основе мы создаем продукты, сервисы, услуги, все что угодно. Я вам покажу несколько примеров. Но самая занятная вещь, которую вы должны понять, что вы всегда создаете, вот чтобы не было такого, что кто-то родился талантливым, а кто-то нет, кого-то там Господь за темечко потрогал, и он умеет придумать, а кто-то нет. Это не так. Вы всегда придумаете как калейдоскоп. Там одни и те же детальки. Просто кто-то из вас умеет вот эту картинку увидеть, это паттерном называется, да? А кто-то не умеет. Еще раз, это не вопрос дано-не дано, это вопрос того, как вы будете над собой, так сказать, работать. Складывать эти картинки, на самом деле, от тех, кто умеют делать, от тех, как нам кажется, кто не умеет, отличается только тем, что они умеют делать это эффективно и быстро, другие, возможно, долго и не дожидаются конца, когда это произойдет. Вот и все. Но, тем не менее, каждый из нас, именно как существо живое, это делать умеет совершенно нормально. Смотрите, я приведу вам простой пример. Носимые технологии — это уже ничего в этом нового нету. Прошлый год был объявлен, 14-й, по-моему, годом носимых технологий. Растут, люди на них зарабатывают. Кто-нибудь пользуется этим? Шаги, сон, еда, еще что-то. Пользуйтесь. Кто-то попользовался, уже отказался и так далее и тому подобное. Но есть одна интересная вещь. То есть понятно, зачем нам это надо. Но если попробовать задать себе вопрос, что они дают? Они дают нам возможность стать лучше, быстрее, здоровее, еще каким-то более интересным и хорошим. Но давайте попробуем простой эксперимент, абсолютно реальный. Задать себе вопрос, а что если попробовать сделать так, чтобы носимая технология помогла мне стать не только физически более здоровым, но, например, финансово, богатым? Задавал, кстати, себе такой вопрос? Мы задали один раз, сделали продукт. Абсолютно реальный, в настоящем банке. Если кто-то найдет этот банк или узнает, можете попробовать, он есть. Что он делает? Очень простая история. Он привязывает вашу физическую активность, как вы ходите, если по-простому говорить, к тому, как эффективно вы умеете копить деньги. Чтобы вы поняли, большинство людей не умеют, кто умеет копить? Кому удалось накопить на что-то? Примерно, окей. Вот это более честная статистика. Так вот, смотрите, очень мало людей, на самом деле, начиная копить, доводят до конца. По одной простой причине про это забывают. То есть, когда человек копит на машину, он снимает деньги где-то в районе того, когда он накопил на велосипед. Потому что синица в руке гораздо лучше, чем журавль в небе. Давно старая прописная истина. Так вот, этот инструмент очень простой, который ваши шаги. На самом деле, чтобы мерить шаги, не нужен браслет, это достаточно телефона в вашем кармане. Вот все. Привязывает к вашему счету, вы ходите, каждый шаг — это какая-то копеечка, и вы таким образом купите. Вам не надо помнить, вам не надо ничего делать. Самая интересная история — это то, что люди, которые стали пользоваться этой историей, стали больше ходить. Вот это такой плюс в карму нам. Сейчас запустится. Мы в Альфа-банке верим, что быть финансово благополучным можно только если вы здоровы, а для этого достаточно проходить в день 10 тысяч шагов.
Но в нашей стране, чтобы обеспечить себя и своих близких всем необходимым, людям приходится много работать. Так много, что практически не остается времени на эти 10 тысяч шагов. That's why we created Activity. It's this unique technology that allows people to earn money through their active lifestyle. We mean real money. So the more you move, the more you earn. С каждым шагом, который вы делаете, деньги с вашего текущего счета будут переводиться на специальный накопительный счет Activity с повышенной процентной ставкой. Кстати, такую процентную ставку никаким другим образом получить нельзя. Никак. Почему я вам пример про деньги показал? Да, потому что денег люди считают много не бывает. Да? Но есть еще один очень интересный секрет, который я для себя открыл. Вот для меня вот эта фотография чудесно ориентируется. Кто-нибудь здесь есть, кто занимается альпинизмом, еще чем-то? Всегда, когда человек... Ну, тогда вы мне поможете. Всегда, когда человек находится на вершине, он о чем думает? Ну, понятно, как бы спуститься и отдышаться. Второе. А вон какая гора, я на ней еще не был. Это правда так. И вот смотрите, помимо того, что мы умеем фантазировать, мечтать, помимо того, что мы умеем задавать вот этот вопрос, а что если, и пробовать делать то, чего до нас не было никогда, мы с вами всегда, это заложено в людей, хотим большего, всегда. То есть мы хотим, чтобы было больше, чем у нас есть сейчас. Ну, некоторые критикуют это, так сказать, некоторые нет. Но тем не менее, в этом заложено то, благодаря чему мы развиваемся. То есть достигая чего-то, мы хотим следующего. Достигая чего-то, мы хотим следующего. Тут вопрос то, какое целеположение у вас и к чему вы стремитесь. Но тем не менее, сделав что-то, кстати, вот тот вещь, которую я вам показал, мы сделали первыми в мире, оказалось. Мы не знали, мы на это не рассчитывали. Оказалось, что сделали первыми в мире. Сложив то, чего до нас никто не делал. Когда вы хотите больше, происходит достаточно интересная вещь. Вы начинаете, хотя хотите вы того или нет, все равно двигаться вперед. И вот, кстати говоря, это очень сильно изменило то время, в котором мы с вами живем, потому что это называется эволюцией, прогрессом и так далее. Вот, кстати, кто мне может сказать, сколько сейчас время? Мы с вами тут социальный эксперимент. Ну вот интересная аудитория, потому что часть из вас, естественно, посмотрела в свои телефоны, и не очень много людей посмотрело на часы. Это очень хорошо, потому что это тоже признак времени. Потому что раньше, если вы помните, когда время еще не было цифровым, время было тем, что проходило через вас, проходило через человека. И когда вы смотрели на стрелки, которые бегут, вы понимали, что это то, как время проходит через вас, как вы живете и так далее и тому подобное. Вот сейчас это на самом деле одно из упущений. Мы немножко дисконтировали то, что же такое время для каждого из нас с вами. И один раз мы с коллегами точно так же задались вопросом, а можно ли вот это статус-кво восстановить и вернуть времени как раз вот ту, ну, сакральность, не сакральность, но тайну, которой она всегда обладала. Что мы сделали? Мы сделали одну очень простую вещь. Мы придумали часы, которые умеют делать одну совершенно историю. Знаете, какую? Они умеют время останавливать. То есть большая красная кнопка. Вы хотите прожить какой-то момент, просто нажмите на нее. Часы запоминают это. Видите, там стрелочки есть. Они будут выставлять каждый раз, когда вы что-то сделаете. Зачем мы это сделали? Мы сделали это по одной простой причине. Очень часто, когда вы пытаетесь насладиться каким-то моментом, вы тратите себя на то, что делаете чек-ины срочно, фотографируете эту историю. Часы позволяют сделать одну очень простую вещь. Живи моментом, который у тебя есть сейчас. Они тебе просто потом напомнят, что он был. Ты сможешь найти все эти фотографии, написать все свои посты, сделать все, что хочешь, но тем не менее ты вернешь времени то, зачем оно было сделано, то есть ты его проживешь. На самом деле выглядит это тоже очень просто. Вот вам пример. We believe that life is all about the little things, the seemingly insignificant moments that are easily missed, but rarely forgotten if the time is taken to appreciate them. The first line of What Watches offer the opportunity to stop the time and capture the moments that you wish could last forever. When the moment strikes, by pressing the red button, you create a memory mark on the watch face, tied to a story in the app commemorating that particular moment.
Не буду вам весь ролик показывать, потому что зачем эти моменты на самом деле в жизни нужны? Не только для того, чтобы вы не тратили время на чекины, посты в Фейсбуке, Инстаграм. Это хорошо, но тем не менее его можно с большей пользой потратить. Мы сделали это за тем, что именно такие моменты, вот здесь круг начинает замыкаться, вдохновляют вас на то, чтобы что делать? Опять мечтать, опять задавать себе вопрос. А что, если попробовать сделать то, чего до меня не было? Эти часы тоже, кстати, мы первыми в мире сделали. Оказывается, не было часов, которые умеют останавливать время. И потом тебе про это напоминать. Секундомер не считается. И после этого вы умеете делать одну очень важную вещь. Это опять хотеть сделать что-то следующее. Но, смотрите. Мой ключевой посыл здесь не про то, какие замечательные вещи можно придумать, не про то, что надо уметь фантазировать, не про то, что надо уметь не останавливаться, не про то, что надо хотеть всегда больше. Он про то, что это каждый из вас может делать. Если у нас сегодня с вами тема «Предсказывать будущее», я хочу, чтобы вы понимали, что вот оно напрямую зависит от того, как вы, так сказать, себя ведете, о чем мечтаете, чего хотите, что делаете. Сразу докажу вам, могу это доказать. Многие говорят, ну окей, это не для всех. Это, собственно говоря, только для тех, кто умеет это делать, для каких-то особо одаренных людей. Нет, это не так. Вот вам простой пример. Лист бумаги. Представили? Вот лист бумаги. Вот, чтобы вам легче было представить, карандаш на нем. Поднимите руку, кто рисовать умеет. Вот посмотрите вокруг. Посмотрите. Ну, посмотрите. Оставьте руки поднятые. Больше стало. Хитрюги. Но все равно мало. Я задам вам только один вопрос. Когда вы были маленькие, я бы вас это спросил сделать. Знаете, что бы произошло? Все бы подняли руки. А теперь ответьте мне только на один вопрос. Что изменилось? Ничего не поменялось. Вы почему-то подумали, что то, как вы это делаете, неправильно. А вот здесь ответ содержится очень простой, опять-таки, в том, о чем я вам говорил. Пункт номер 1. Просто мечтайте. Пункт номер 1. Откуда вы знаете, как надо уметь рисовать, если вы собираетесь делать то, что до этого никто не делал? И пункт номер 3. Вы всегда после этого, так сказать, не только свою картину сможете нарисовать, но и сделать ее тем будущим, которое для людей станет чем-то настоящим. Поэтому запомните только одно. Вы все это делать умеете. А уж руку набить, как художник, каждый из вас сможет простыми достаточно тренировками. Вот это я вам и хотел рассказать. Я надеюсь, вы сегодня хороший день проведете. И спасибо вам большое.